12 апреля был День космонавтики, годовщина первого полета человека в космос. Ровно 65 лет назад весь мир, живший в состоянии холодной войны, объединился, чтобы поприветствовать на Земле первого космонавта, Юрия Гагарина. А прямо накануне праздника, 11 апреля, на Землю успешно вернулась космическая миссия Артемида-2, которая слетала до Луны, вокруг и обратно. Конечно, сейчас далеко не 60-е. В космос люди летают регулярно, а на МКС уже 25 лет без перерыва живут астронавты. Но эта миссия стала первой за 54 года, более чем за полвека, когда люди полетели к Луне, а не находились где-то рядом с нашей планетой. Предыдущая лунная миссия была ближе к полету Гагарина, чем к нашему времени. Теперь же человечество вновь покоряет далекий космос. Сегодня мы посмотрим, как проходила Артемида-2. Покажем фотографии, расскажем о том, чем астронавты занимались, и о том, что будет дальше. Ну и обсудим, в чем вообще смысл таких полетов, зачем на это тратить деньги и почему стоит продолжать. Но сначала напомню, в описании под роликом вы найдете бесплатные способы, как обходить блокировки в России. Также напомню, что у меня есть проект Relocats. Там мы помогаем с переездом и оформлением ВНЖ в разных странах. Если вы работаете удаленно и получаете от 2900 евро в месяц, то можете получить визу цифрового кочевника в Испанию. Это самый простой, быстрый и доступный способ стать резидентом ЕС. Бесплатная консультация нашего специалиста по ссылке в описании. Целью Артемиды-2 было долететь до Луны, сделать вокруг нее петлю и вернуться обратно на Землю. Высадки на поверхность не было и не планировалось, потому что полет пока экспериментальный. Все ради испытания нового корабля, который называется «Орион». А новая ракета для него — СЛС, самая мощная по тяге ракета для астронавтов в истории. Разработка Ориона и СЛС — главная цель НАСА за последние десятилетия. И в ее реализации им, кстати, помогли европейцы. Сервисный модуль Ориона, на котором установлены главный двигатель и солнечные панели, произвело Европейское космическое агентство. И корабль, и ракету уже запускали, но без людей. Теперь же все, наконец, состоялось с экипажем, прям по-настоящему. В экипаже Артемиды-2 4 человека. Командир — 50-летний морской летчик и астронавт Рид Уайзман. Корпус астронавтов в 26 году состоит уже не только из белых мужчин-американцев, как 50 лет назад. Остальные места заняли представители меньшинств — афроамериканец, женщина и канадец. Летчик Виктор Гловер стал первым темнокожим американцем на лунной миссии. Инженер Кристина Кук — первой лунной астронавткой. А Джереми Хансен, полковник канадских ВВС, первым неамериканцем в глубоком космосе. Но никакие квоты тут ни при чем. Все четверо тренировались для миссии в течение 10 лет, а Уайзман, Гловер и Кук уже летали на МКС и даже выходили в открытый космос. Хансен получил место по договору между США и Канадой. Взамен Канада будет строить для НАСА космические роботы-манипуляторы. Артемида-2 стартовала из Флориды 1 апреля. Запуск прошел успешно. Корабль сначала вышел на земную орбиту, а затем отправился к Луне. По пути астронавты проверили все системы корабля, поуправляли им в ручном режиме, потыкали во все кнопки и прокликали все меню в бортовом компьютере. И выяснили, все работает. От полетов к Луне прошлого века Артемиду отличают признаки эпохи интернета. Практически все 10 дней миссии с корабля вели стрим на YouTube-канале НАСА. Показывали и астронавтов внутри, и виды снаружи. За время полета экипаж успел провести пресс-конференции с журналистами, поговорить со школьниками, поснимать видео про жизнь в космосе, даже созвониться с президентом Трампом. Хансен, как уважающий себя канадец, отвечал на вопросы прессы на французском. А еще впервые в истории астронавты Артемиды провели видеозвонок из космоса в космос. Поговорили с коллегами, которые сейчас тусят на МКС. Ну а что важно для самих астронавтов, им разрешили взять с собой айфоны. Долгое время НАСА не допускала в космос такую технику, только специально разработанную. Причина сугубо научная, в космосе выше уровень радиации. Для людей это не то чтобы опасно, а вот техника сбоит. Ну и в целом, была паранойя, что, мол, а что если iPhone поплавит или там аккумулятор взорвется? Но на этот раз разрешили. Что как-то уже пофиг, мол, берите, дескать, свои телефоны и фоткайте там, что хотите. Ну, астронавты и взяли. И Луну на iPhone сфотографировали, и селфи всей командой сделали, и себя пофоткали на фоне уходящей Земли. Прям как дома все. 6 апреля астронавты добираются до Луны.
Что дальше, расскажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то знаете. Сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где, как изменится законодательство, и лучше быть к этому заранее готовым. Хорошо, что сейчас зарубежную карту можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, если ситуация резко изменится, то деньги вам вернут в полном объеме. Если у вас уже есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Данила помогает открывать карты с 2022 года. Сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому лучше с этим не тянуть. Сроки открытия от 1 дня. Карты можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Свифтом, бронировать отели и авиабилеты, подключить карты к Apple и Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого процент. Пополнять можно с российских карт или выводить на них. Прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Продолжаем. 6 апреля астронавты добираются до своей цели – Луны. Они летят на высоте 6000 километров над поверхностью нашего спутника и устанавливают абсолютный рекорд. Никогда еще человек не был так далеко от дома. До Земли от Артемиды-2 более 400 тысяч километров. Во время облета Луны идет видеотрансляция в интернете, а астронавты подбираются к иллюминаторам и делают фотографии. Все строго по указаниям ученых из Центра управления полетами. И тут 40 минут тишины. Астронавты Артемиды остаются с космосом один на один. Они летят прямо за лунным диском. Связи с Землей просто неоткуда взяться. И интернет не работает. Фотографии выходят великолепные. На одной за пустынным лунным горизонтом видна наша планета. На другой Луна затмевает собой Солнце. Во время такого солнечного затмения особенно хорошо видно другие планеты – Сатурн, Нептун, Марс и Меркурий. Многие из этих фотографий сделаны на обратной стороне Луны, которая всегда повернута к Земле одним полушарием. Астронавты Артемиды же своими глазами видят другую. Но помимо завораживающих видов, во время миссии хватает и смешных моментов. Прямо на стриме, пока Кристина Кук копается в вещах, перед камерой за ее спиной вальяжно пролетает баночка нутеллы, что удивительно, еще полная. В интернете сыплются восторги. Какой классный, дескать, product placement. Вот только это не он. Астронавтам в космосе тоже нужна моральная поддержка. Поэтому, учитывая космический контекст, им давно уже пакуют нормальную еду и снеки. Запрещено только то, что крошится. Ведь в невесомости крошки окажутся вообще повсюду. Еще прямо перед облетом Луны экипаж полчаса переспрашивает Центр управления полетами, какой иллюминатор как пронумерован, чтобы точно сделать правильные фотографии по установленному стандарту. Наконец, в какой-то момент у астронавтов перестает работать почта Outlook, что, конечно, самая земная проблема из всех космически возможных. Есть и трогательные моменты. Прямо в полете астронавты дают название 2 новым кратерам, которые видят на поверхности. Один называют Integrity, в честь корабля, на котором летят, а второму дают имя Кэрол, в честь жены командира экипажа Уайзмана, которая умерла от рака несколько лет назад, и не могут сдержать эмоций. And the second one, and especially meaningful for this crew, is a number of years ago we started this journey in our close-knit astronaut family, and we lost a loved one. And there's a feature in a really neat place on the moon, and it is on the near side, far side boundary. In fact, it's just on the near side of that boundary, and so at certain times of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko,
and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol, and you spell that Carroll. Сделав петлю вокруг Луны, астронавты направляются домой. Этот этап самый опасный. Чтобы вернуться из космоса, космические корабли врезаются в атмосферу Земли и тормозят об нее, пока их защищает тепловой экран. Это отработанная технология, с МКС каждые 3 месяца так возвращаются. Но при полете с Луны скорость корабля значительно выше, так что опасения имеются. Вот Орион влетает в атмосферу, успешно тормозит, выпускает парашюты и приводняется в Тихом океане у берегов Калифорнии, где его ждет эсминец американского флота с администратором НАСА на борту. Стоит, конечно, отметить, что сама программа Артемида не идеальна. Она появилась в результате частых изменений планов и ежегодных правок бюджета. Сама ракета СЛС жутко дорогая и создана под контролем политиков, которые больше заботились о сохранении рабочих мест у себя в округах, чем о техническом прогрессе. А на пути к запуску Артемиды-2 было много проблем с оборудованием, куча пропущенных дедлайнов и переносов старта. Но завершившийся полет корабля «Орион» к Луне стал настоящим достижением для Америки, для НАСА, для работающих там инженеров, для астронавтов на борту, да и для всего человечества. Люди впервые за очень долгое время покинули окрестности Земли и снова почувствовали, что где-то там, над головой, есть много нового, интересного и неизведанного. А теперь, пусть и в перспективе, но достижимого. За полетом Артемиды-2 следил буквально весь мир. Во многом этому помогает медийность, которой НАСА учится все больше и больше. Стримы, интервью, фото на айфоны. Но нередко ребром встает приземленный совершенно вопрос: а зачем все это? Зачем тратить деньги на космос и летать куда-то там, если у нас и на Земле проблем достаточно? И зачем вообще летать именно на Луну? Мы ж там, дескать, уже бывали, ничего там нет, пора бы и честь знать. И действительно, американцы на Луну высаживались, торжественно ставили флаг, изучали лунную поверхность, даже камней привезли. Но у программы Артемида цели амбициознее, и только что закончившаяся миссия — это только первый шаг. Впереди снова высадка на поверхность, и не просто где-то, а на южном полюсе Луны, где астронавты будут искать лед, то есть воду, из которой, помимо очевидного применения, можно произвести кислород и топливо для кораблей. Если организовать добычу кислорода и водорода из воды на Луне, будет гораздо легче и дешевле устраивать миссии и на саму Луну, и к Марсу, и даже дальше. Стоит отметить, что расходы на космос в США – крошечная доля федерального бюджета. Да, это миллиарды долларов в год, но все еще меньше 0,5% от всех расходов. В Америке тоже почти все идет на Пентагон и на социалку. И это в 10 раз меньше, чем давали во времена прошлых лунных миссий Аполлон в 60-х. Но даже на эти сравнительно небольшие деньги выходят делать миссии, которые реально продвигают науку. Ну а зачем вообще космонавтика в принципе? На это есть 2 ответа. Первый в том, что вообще-то освоение космоса принесло нам много удобств на Земле. Одно из них вы используете каждый день, когда планируете новый маршрут, GPS-навигацию, работающую через систему спутников на орбите, которая определяет вашу локацию. Спутниковое телевидение и спутниковая связь в целом тоже, понятное дело, работают благодаря космосу. Прогнозы погоды стали куда точнее благодаря метеоспутникам. МКС вообще существует лишь потому, что для многих научных экспериментов нужна нулевая гравитация, которую на Земле не найти. Но помимо спутников и экспериментов, множество технологий появились просто потому, что летать в космос сложно. И решения, разработанные для космоса, в итоге просочились в жизнь на Земле. Миниатюрные камеры, дешевые светодиоды, беспроводные наушники и электронные термометры. Все это было изобретено сначала для космоса, а потом стало использоваться здесь. Вообще, освоение космоса просто дает шанс, а вдруг что-то выйдет. Когда мореплаватели античности и средневековья отправлялись в свои путешествия, они мизинца на отсечение не дали бы, что из вылазки этой нечто полезное выйдет. Они просто плыли, потому что их толкал вперед простой человеческий интерес. И часто у них ничего и не получалось.
но иногда удавалось открыть Америку. И такое открытие становится национальной гордостью. Именно достижение вот такого рода, изучение неизвестного и поиск нового – это хороший повод гордиться своей страной. Прямо сейчас американцы, безусловно, радуются просто потому, что они американцы, потому что именно их корабль облетел вокруг Луны. Да и канадцы, естественно, гордятся своим первым лунным астронавтом. И это самый здоровый вид патриотизма, который только может быть. Любовь к своей стране за победу не над соседом по планете, а над холодным и неприветливым космосом. Россия, как вы знаете, в последние годы практикует совершенно извращенный патриотизм. Но так было не всегда. Каких-то 20 лет назад мы тоже стремились завоевать космос и ради этого даже объединились с другими странами. Международная космическая станция изначально была отдельными проектами разных станций, американской и российской, которые просто соединили в одну, чтобы работать в космосе вместе. Российские космонавты летали на американских шаттлах, а американские астронавты на российских «Союзах». И местами на кораблях для полетов на МКС мы с американцами обмениваемся до сих пор. Это сделано для надежности. Вдруг в наших или в их капсулах найдут проблему. И сотрудничать вообще-то не так сложно, как может показаться. Иметь или создавать поводы для гордости за свою страну, даже работая с кем-то вместе, это не что-то невообразимое. При этом легко создать повод, который никому не навредит. Можно построить самый высокий в мире небоскреб, перебросить мост через широченный пролив, выиграть чемпионат мира по футболу, придумать Facebook или изобрести поезд на магнитной подушке. В конце концов, если уж совсем идеи закончились, можно построить ракету и запустить на ней 4 астронавтов дальше, чем кто-либо летал в истории. В 2019 году, когда программа Артемида еще только планировалась, НАСА выпустила рендер будущей космической станции на орбите Луны. На этом рендере, помимо других, нарисовали и модуль с логотипом Роскосмоса. Тогда планировалось, что Россия станет частью будущей лунной программы, и американцы были только рады с нами сотрудничать. 65 лет назад Советский Союз запустил в космос Юрия Гагарина. И мы, конечно же, слукавим, если скажем, что цель тут была исключительно в покорении неизвестного и продвижении науки. Шла холодная война, и космическая гонка была одним из многих инструментов борьбы с геополитическим противником. Но стала лучшей частью противостояния СССР и США. Да, сверхдержавы состязались в накапливании ядерных ракет, но одновременно с этим строили ракеты для покорения космоса. Ядерной войны все тогда боялись, а Гагарином, Леоновым, Шепардом и Армстронгом восторгались. Первые советские полеты в космос, американские миссии на Луну, а затем совместная миссия «Союз-Аполлон» – все это воодушевляло людей, дарило мечту, мотивировало становиться учеными и инженерами. Так и сейчас люди по всему миру, посмотрев в прямом эфире полет Артемиды к Луне, начинают мечтать о чем-то большем, далеком и прекрасном. Освоение космоса дало нам много практических вещей, но главное, оно дает нам тягу к хорошему будущему. К будущему, в котором мы открываем новые горизонты, а не продвигаем старые границы во имя не пойми чего. С прошедшим днем космонавтики. И до завтра.